Всем добрый день. Сегодня небольшой обзорчик моей любимой лодки Нельма 370. Как изменилась она после первого сезона на воде прошлогоднего. Что было сделано, что доработано. В прошлом году с друзьями попали в достаточно большую волну. Хотелось больше безопасности, потому что чуть не черпанули. Были мысли купить лодку РИП класса. Но, во-первых, и стоимость достаточно у них большая, потеря большая в вместимости, требуется больший мотор, соответственно, дальше это правовая регистрация, если ты хочешь ездить как-то более-менее динамично. Поэтому от этой идеи я отказался и решил, тем более, что Нельма я очень полюбил именно за вместимость, за скоростные ее характеристики с мотором 9.9. Она действительно как-то идет очень хорошо, все неудобно, вот действительно настраивало всем. В общем, что было решено сделать? Есть такая услуга, есть такая модернизация, как установка надувных баллонов на жесткокорпусные лодки. К сожалению, в интернете очень мало видео, где данные баллоны устанавливаются на стеклопластик. В основном это какие-то металлические лодки, которых установка этих баллонов достаточно проста. Что делается? По верхней части борта, здесь вот, наверное, вот он виден, устанавливаются ликпазы металлические. По нижней части, здесь внизу баллона, также устанавливается ликпаз короче на прямую часть борта, с другой стороны все то же самое. Ну, на металлических лодках достаточно все просто. Сверлится борт и какими-то гайками там все это крепится. Здесь сложность возникала в том, что лодка двухкорпусная. Соответственно, наверное, сам бы я эти баллоны никак не установил. Ну и долго выбирался диаметр баллонов, длина. Этим занималась питерская компания. Сделали хорошо, поэтому не могу, наверное, не упомянуть ее. Питерская компания Time Trial. Все сделали в срок, доставили вовремя. Ну а техническое исполнение данного решения взяла на себя компания Armada, где эта лодка Нельма 370 была произведена. Ну, я скажу, это отдельная, конечно, строка, отдельная песня. Потому что ребята действительно подошли к этому вопросу очень и качественно, и с душой, я могу сказать. То есть мы говорили с директором, он говорит, мы ни разу такой проект не делали, ни разу такие вещи не устанавливали. Но за это дело взялись. Что было сделано? Поскольку, еще раз повторюсь, лодка двухкорпусная, было принято решение, то есть как-то через борт вот этот вот, к сожалению, нельзя прикрутить ликпазы, направляющие для баллонов, куда их затягивать. Поэтому хорошо, у нас Армада находится от меня недалеко, где-то в часе езды. Я им лодку привез, они все посмотрели. Мы до того, как заказать баллоны, рассчитали диаметр, длину баллона, то есть чтобы баллоны не мешали глиссированию. То есть они в статике практически не касаются воды. Не в статике, я прошу прощения, в динамике, когда едешь на глиссере. А вот когда лодка с глиссера ходит, когда уже в статическую остойчивость встает, баллоны чуть-чуть касаются, и уже лодка становится менее валкой. Хотя это меня не беспокоило, это действительно такой минус был. Даже и не минус, это лодка не переворачивалась, это я в прошлых видео своих показывал. В общем, лодочка была привезена производителю, и работа
проведена достаточно большая. В течение 3 недель ребята делали. Но действительно, с душой подошли, и очень качественно было сделано. То есть они разъединили, расклеили 2 корпуса лодки, то есть оставили днище, верхний корпус убрали. И мастера поставили на какие-то совершенно чудовищные там болты и шайбы с гайками, закрепили направляющие для баллонов, замазали герметиком, все это заформовали эпоксидной смолой. Дальше опять склейка лодки. И дальше они действительно идеально прям практически поставили направляющие. Так что баллоны вот эти, они длиной, ну не 3,70 где-то, они 3,50 получились. Они затягиваются очень легко. Ну и дальше лодочку отдали. Отдельно я хочу, наверное, сказать огромное спасибо. Это руководителю компании «Армада» Леониду Ваас, который, ну, сопровождал весь этот проект на всех этапах. То есть люди живо интересуются новым и как-то таким вот веселым доработкам и веселым пожеланиям клиентов относятся действительно как с пониманием. И отдельное огромное спасибо это человеку, который технически все исполнял, это мастер Сергей. Все на высшем уровне. Что изменилось? Да практически все. Лодка стала остойчивей однозначно. То есть можно на краю прыгать, ну, она даже не шелохнется. Сейчас друзья мне, наверное, скинут видео. По волне мы ходили по очень хорошей. Волна стала не чувствоваться. Абсолютно себя чувствуешь безопасно. По какой волне шли. Сейчас боковая волна была сантиметров 50. Ну, немножко забрызгивается лодка, а так едешь, себе и едешь. В поворотах управляться это можно разворачиваться на месте на глиссере. Лодка абсолютно не теряет курс. Но в интернете достаточно много видео с такими лодками, просто в металлическом исполнении. То есть как они ездят. По скорости, ну, может быть, пара-тройка километров в час потерялась. Но это абсолютно не критично. И для меня это не решающий фактор. Ну, а что касаемо эксплуатации после сезона, да ничего с этой лодкой не случилось. Она стояла в неотапливаемом гараже. Перед окончанием того сезона прошлогоднего просто протер, помыл немножко, да и все. И никаких сколов, никаких трещин, царапин, каких-то именно от производителя, где был бы брак, я не нашел. Ну, что еще установил? Сидушку, это уже мои хотелки, немножко стало поудобнее сидеть, потому что на крышке не очень как-то. Теперь со спинкой, как белый человек. Ну и наконец-то весла поменял. Купил разборные от Казанки, те большие, но они сюда не шли. А сейчас они разбираются, убираются туда в багажник, и все классно. То есть вот такая модернизация. Конечно, вот этот проект не очень дешевым получился, но, наверное, безопасность стоит того. То есть меня все устраивает. Я надеюсь, что те люди, которые данную лодку будут приобретать, заказывать, не разочаруются в ней. Потому что действительно, ну, лодка классная, она вместимая, удобная. Сейчас вот в моем исполнении она стала до ужаса безопасная. Ну и какое-то видео с волной я обязательно выложу, как мы катались. Управляется сейчас лодка замечательно, еще лучше, чем было. Ну, вот так вот выглядят баллоны с носовой части. Ну, с кормы я не знаю, сейчас показывать, не показывать, если дойду туда. То есть и сами баллоны питерцы делают достаточно прикольно. Заказал из... Я по камышам иногда езжу. Заказал из ПВХ ткани плотностью 1100.
такие. Их не обязательно надувать до звона, достаточно хорошо накачать, они свою функцию выполняют. То есть это не ПВХ-лодка, которой там нужно создать рабочее давление. Здесь нужно, чтобы просто вот баллоны были хорошо накачаны, и они со своей функцией справляются. По высоте вот как сидит баллон. То есть он закреплен с помощью двух лик-пазов на борту и два электроса идет у самого баллона. Ну и, соответственно, все прекрасно держится, здесь ничего не вылетает. Тут я сегодня день катаюсь. Абсолютно баллон не шелохнется накачанный. Ну и сносу у каждого баллона есть кольцо пропускное. И обычно веревочка, какая-то ремешок протягивается, чтобы не сползали они. Ну, вот такой вот. Ну а так, в принципе, все. Видео с волной обязательно постараюсь выложить. Ну и компания Armada, действительно спасибо за такое классное исполнение. Действительно качественное. За модернизацию лодки. Действительно все супер. Ребят, спасибо. Всем удачи.